Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня у нас будет такой эксперимент. Я не планировал снимать это видео, но у меня в закромах, в загашниках затерялась баночка, вот эта 2-литровая. Здесь залит виноград, скорее всего Изабелла, который у нас растет на дачах у многих. Мне его как-то отдали, тут его было немного, наверное, порядка грамм 600. Он был мелкий, достаточно невкусный, такой, то есть вот просто так его есть как-то никто не захотел. И, соответственно, я его просто залил самогоном, 45-градусным, обычным сахарным самогоном, и подумал, что, может быть, получится какая-то настойка. А потом я про него просто забыл. Убрал в дальний угол и забыл. Прошло уже достаточно много времени, я даже, если честно, не помню. Не помню, когда мне его отдали, но когда виноград растет. То есть это больше, чем полгода, наверное, простояло. Поэтому будем это сегодня перегонять, делать мацерат. И потом поставлю я это на дубовые кубики или дубовые сегменты средней обжарки. То есть попробуем сделать коньяк. Интересно, останется ли вкус вот этого виноградного сырья и получится ли из этого что-то интересное. Так что эксперимент будем проводить вместе с вами. И дегустировать дальше, что получится тоже. Все будем вместе с вами. Итак, у меня куб на 12 литров. Маленький мой куб. Мы выливаем все это, то, что настаивалось в куб. Я не буду фильтровать, то есть буду прямо с ягодами все это дело перегонять. Чтобы получить, я думаю, буду ориентироваться на 3 литра мацерата. Я еще добавлю туда литр самогона 45-градусного и разведу это все еще водой, то есть добавлю еще 3 литра воды. Гнать все это будем на прямотоке, без укрепления, до 45, скорее всего, может быть 42 градусов в приемной емкости. Не в струе, а в самой емкости. Но я покажу. Вот на таком аппарате будем перегонять. Вы его уже, наверное, видели, если смотрите мои видео. Мини-дефлегматор этот я отключил, то есть на него подачи воды не будет. В трубе поставил 2 медные сетки. Обычные сетки, вы знаете их. В народе называются мочалками. Только медные. Я так привык перегонять зерновые и фруктовые браги. Поэтому решил поставить. Посмотрим, как будет происходить процесс. Отбор у нас начался. Первые 30 мл я вылью. Будем считать условно головами, хотя там был залит везде самогон двойной перегонки, головы отобраны, но все равно покапельно отберем головы, чтобы промыть систему. Отобрал я 30 мл. Вот они. На запах они очень приятные. Я думаю, что мацерат должен быть тоже интересным. А дальше выгоняем до примерно 42 градусов в банке. Буду измерять прямо в этой банке спиртометром. То есть, по сути, то, что у нас в кубе, мы будем выгонять до воды. Я думаю, вы знаете, как делается мацерация или так называемые ароматные водки. Принцип простой, и напиток практически можно сразу будет употреблять. Когда будет подходить к концу, подключусь. Догнали мы наш мацерат до 42-43 градусов. Скоро буду выключать. Получается чуть меньше, чем 3 литра. Там, видимо, все-таки ягоды были и было 1,5 литра залито. Так что скоро заканчиваем. Дальше понюхаем, посмотрим, что получилось и что с этим дальше делать. Вот то, что у нас получилось после перегона. Здесь чуть больше 2,5 литров. 42 градуса. Пахнет это дело очень приятно. Есть вот эти фруктовые нотки. Виноград отдал запах. Я думаю, что это дело еще раскроется. Запах будет еще сильнее. Ароматика, она в мацератах через неделю, через 2 раскрывается. В общем, когда стоит подольше, лучше. Поэтому я сейчас
Пробовать это не буду, просто поставлю это на дубовые брусочки средней обжарки. Будем пробовать делать коньяк или бренди, как хотите, можно назвать. Потому что очень подходит то, что мы получили, как раз для коньяка или бренди. Поэтому засыпаем дубовые брусочки. 6 грамм я засыпаю. И будем пробовать через месяц. Для меня пройдет месяц, для вас пара секунд. Встретимся на дегустации. Вот такой вот напиток у нас получился. В банке он потемнее смотрится. Но цвет можно исправить, если вам хочется более темного, то можно сахарным колером. Ну или можете делать любым способом для коньяков домашних. Хоть чаем подкрашивайте. Ну давайте попробуем, что получилось. По запаху очень приятный. Запах действительно коньячный. Причем такой благородный коньячный запах. Слегка фруктовый, слегка ванильный. Ну давайте попробуем. Ваше здоровье. Отличная вещь по вкусу. Вот действительно напоминает приличный коньяк. Или бренди, как хотите, можете назвать. Я говорю, если цвет кому-то не нравится, можете сделать потемнее. Я оставлю в таком виде. Оставлю его, наверное, еще на месяцок отдохнуть. А потом на какое-нибудь застолье он пойдет отлично. Вот такой вот расклад из полкило винограда и 2 с небольшим самогона. Пробуйте. Рецепт интересный. Получается очень вкусный и приятный напиток. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Дальше будет еще много интересного. Всем удачи!